Привет! Меня зовут Сергей, и мы с вами продолжаем плетение фигурок из быстрого питания. Мы с вами уже делали Кока-Колу, делали гамбургер, а сегодня пришла очередь плетения картофеля фри. Да не одной картофелинки, а целой упаковки. Посмотрите, как весело будет выглядеть произведение нашего труда. Результат нашей работы — вот такая упаковочка картофелинок. Вы можете их отсюда высовывать, можете засовывать обратно, но главное, не перепутайте эти картофелинки с настоящим картофелем фри. А если хотите настоящего картофеля, то купите просто в магазине. Ну что ж, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков первых двух рядов смотрят в правую сторону, а открытые стороны столбиков дальнего ряда смотрят в левую сторону. Плести мы с вами будем вот в этой части станка. Сначала мы сделаем упаковку для картошки фри. И начнем плетение упаковки с создания донышка. Донышко у меня будет коричневого цвета. Практически всегда при накидывании резинок мы их с вами будем брать по 2 штучки. Итак, беру 2 резинки и накидываю их вот таким образом. Со второго столбика ближнего ряда на первый столбик центрального ряда. Еще 2 резинки и накидываем на дальний ряд с центрального столбика. Теперь нам нужно накинуть несколько резинок буквами X. Беру 2 резинки и накидываю вот так. Одну пару и еще одну пару накидываю, перекрещивая. И получается вот такая одна буковка X. И еще левее нам нужно накинуть 3 буквы X. Давайте сделаем следующую. Раз пара. Еще пара. Еще далее пара. У нас вторая X получилась. Сейчас мы третью делаем. Раз и 2. И четвертую буковку X тоже накидываем. Отлично. Теперь нам нужно сделать такое же окончание с левой стороны, как у нас и с правой. То есть накидывать парой резинок на центральный столбик. С дальнего ряда накидываем на центральный и с ближнего ряда накидываем на центральный столбик. На вот этот самый последний столбик, на котором у нас есть резинки, нам нужно накинуть 2 резинки и закрутить их здесь 2 оборота. Накидываем, получился 1 оборот, перекручиваем 8 и делаем еще 1 оборот. Если у вас резинки хорошо тянутся, то вы можете сделать 3-й оборот, и я как раз это сделаю. Вот 3 оборота я пару накинул. Теперь слева направо мы будем производить процесс плетения. Заводим крючок в этот последний столбик, отводим 3 оборота, которые мы сейчас закрутили, и захватываем пару резинок, которая находится выше всего. Снимаем ее со столбика и накидываем на тот, которому эта пара принадлежит. В моем случае она принадлежит столбику ближнего к нам ряда. Следующую пару захватываем изнутри, отводя обороты, которые мы накидывали, и тоже на соответствующий столбик накидываем. Чтобы резинки были более равномерно натянуты, я покручу вокруг этой резинки крючком. Продолжаем процесс плетения. Теперь заводим крючок уже вот сюда, отодвигаем все резиночки и изнутри захватываем нижнюю пару. Снимаем ее со столбика и накидываем на тот столбик, которому она принадлежит. То есть вот сюда через центральный, вот на этот столбик. И отсюда захватываем пару, снимаем со столбика, через центральный, накидываем на тот, которому эта пара принадлежит. Дальше продолжаем. Заводим крючок, отодвигаем все лишнее, захватываем пару изнутри, снимаем со столбика и через центральный накидываем на тот, который принадлежит этой паре.
отсюда теперь захватываем через центральный, опять же, накидываем вот сюда. Продолжаем дальше точно так же. Изнутри через центральный вот сюда. Здесь снимаем через центральный на этот столбик. Еще. Сняли. Через центральный накидываем вот сюда. Здесь захватываем аккуратно изнутри. Через центральный вот сюда. Теперь нам нужно сплести вот эти резиночки, тоже захватывая их изнутри и накидывая на центральный столбик. Здесь снимаем, накидываем на центр. И вот отсюда захватываем пару, снимаем и накидываем на центральный столбик. Опускаем резинки чуть ниже на всех столбиках, чтобы у нас появилось место для накидывания следующего слоя. И обратите внимание вот на этот столбик. На нем сейчас у нас находится 8 резинок. 4 резинки чуть ниже и 4 чуть выше. Нам нужно захватить нижние 4 резинки, натянуть их и скинуть с внешней стороны этого столбика внутрь получившегося у нас овала. Теперь нам нужно сделать наращивание на боковых столбиках по паре коричневых резинок. И делаем мы это так. Заводим крючок, то есть будем наращивать вот эти столбики и вот эти, кроме центральных. Центральные трогать не будем. Заводим крючок, вытаскиваем его снизу, накидываем пару коричневых резинок, вытаскиваем сверху, накидываем на крючок, снимаем со столбика те резинки, которые сейчас на нем находятся, и вместо них накидываем те, которые у нас на крючке. Заводим в следующий столбик крючок, опять же снизу вытаскиваем, накидываем пару коричневых резинок, вытаскиваем их сверху, вторую часть накидываем на крючок, снимаем со столбика те резинки, которые на нем уже есть, и вместо них накидываем резиночки с крючка. На следующем столбике поступаем точно так же, засовываем его вниз, пару резинок накидываем, вытаскиваем сверху вторую часть на крючок, снимаем со столбика и накидываем вот эти резинки. Точно так же поступаем еще вот с этими двумя столбиками и со столбиками дальнего ряда. Чтобы нам было удобнее работать с дальними столбиками, мы просто повернем станок другой стороной, и тогда нам гораздо уже проще получается. Как обычно, заводим крючок вниз, захватываем резинки, снимаем со столбика, что на нем уже находится, и накидываем резинки с крючка. И на оставшиеся вот эти столбики мы тоже накидываем по 2 коричневых резинки. Отлично. Опускаем на всех столбиках резинки вниз. И сейчас нам нужно сделать обычный слой, накидывая по 2 резинки на каждую пару столбиков по всему периметру получившейся у нас фигуры. 2 резинки накидываю на любую пару столбиков, затем еще 2 резинки на следующую пару столбиков, далее 2 резинки дальше, еще дальше, опять дальше и снова дальше. И на все оставшиеся столбики тоже по паре резинок накидываем. Теперь обращаем внимание на боковую сторону столбиков. Внизу мы с вами видим по 4 резинки на каждом столбике, которые принадлежат к предыдущему ряду, а сверху по 4 резинки на каждом столбике, которые принадлежат к новому ряду. Нам нужно захватить 4 нижних резинки, натянуть их и скинуть с внешней стороны внутрь на каждом столбике. На следующем захватываем, скидываем внутрь,
Здесь захватываем 4, скидываем внутрь. Здесь тоже 4. Опять 4. Чтобы на остальных столбиках было проще работать, мы поворачиваем станок. С центрального столбика тоже захватываем 4 нижних резинки. Скидываем их с внешней стороны внутрь. Вот на этом центральном столбике поступаем точно так же. Заводим крючок сбоку. Захватываем нижнюю 4 резинок. И с внешней стороны со столбика скидываем внутрь. Здесь. Дальше. Еще на одном. И последние 2 столбика. 1 и 2. Отлично. Опускаем резинки вниз. Теперь коричневый цвет у нас закончен. Мы с вами сделаем для красоты теперь полоску другого цвета. Я предлагаю использовать красный цвет. Мы берем, опять же, по 2 резинки и накидываем их по всему периметру. 2 сюда, 2 чуть дальше, на следующую пару столбиков. Еще 2 резинки дальше. И так далее на все столбики. Опять же обращаем внимание на боковую сторону столбиков. На каждом столбике захватываем 4 резинки нижнего ряда, снимаем со столбика и скидываем внутрь. На следующем и так далее на всех столбиках, на которых у нас есть резинки. Опускаем резинки вниз. Красную полоску мы сделали. Теперь будем делать уже основной цвет. А основной цвет упаковки нашей будет оранжевого цвета. Поэтому я беру по 2 резинки оранжевого цвета. И сейчас делаю 2 обычных круга. 2 слоя. Каждый раз накидывая резинки парами. И каждый раз снимая нижние 4 резинки с внешней стороны внутрь. То есть делаем 2 обычных слоя. Два слоя сделали. Теперь, прежде чем перейти к накидыванию резинок для следующего слоя, мы с вами опустим резиночки вниз на всех крайних столбиках, а центральную часть, наоборот, поднимем вверх с центральных и выше, чтобы у нас центральная часть поднималась потихонечку кверху. Я захватываю резинки около центральных столбиков и поднимаю наверх, чтобы они на центральных столбиках не зависали. Так. Отлично. Теперь сделаем рот. Для создания рта нам понадобится 1 резинка черного цвета. Берем ее и накручиваем ее на крючке 2 оборота. Выбираем центральный столбик, вот такой. Отодвигаем все резинки, 4, которые на нем находятся, и накидываем сюда пару черных резиночек. Снимаем со столбика и двигаем ближе к центру вот эту черную резинку. И когда мы ее подвинули, то возвращаем на столбик обратно оранжевые резинки, которые только что с него сняли. Следующий слой у нас будет слоем с щечками, а для создания щечек мы будем использовать красные резинки. Берем 1 красную резинку и накручиваем на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Далее берем пару оранжевых, накидываем на кончик крючка
и скидываем на эту пару вот эти 4 оборота красной резинки. И размещаем чуть левее от того столбика, на котором у нас находится рот. Это будет одна щечка. Теперь еще одну сделаем. Накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота красную резинку. Теперь берем 2 оранжевых, накидываем на кончик крючка и снимаем вот эти 4 оборотика на центр пары оранжевых резинок. Размещаем правее от того столбика, на котором находится рот. У нас вот здесь щечка получилась и вот здесь. Чтобы этот слой получился полноценным, на все оставшиеся пары столбиков мы накидываем резинки оранжевого цвета, по 2 штучки, как обычно. На каждом столбике захватываем по 4 резинки нижнего слоя и с внешней стороны скидываем внутрь. Опускаем на всех столбиках резинки вниз, а центральную часть поднимаем чуть повыше. Поворачиваем станок таким образом, чтобы столбик с ртом и щечками смотрел на нас. И следующий слой у нас будет слоем с глазами. Для создания глаз можно воспользоваться черными резинками или бусинами. Давайте я покажу и такой вариант. Берем одну черную резинку, накручиваем ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Далее берем пару оранжевых, накидываем на крючок и скидываем вот сюда 4 оборота черной резинки. Размещаем на том же столбике, а точнее на паре столбиков, на которых у нас находятся резинки с щечками. То есть вот сюда мы должны были бы эту заготовку разместить. Но я буду делать глаза из бусин. Я для этого приобрел вот такие бусинки размером 6 мм. А также воспользуюсь проволоченкой для плетения бисером, чтобы на эту бусинку надеть резинки. Вот такая согнутая у меня проволоченка. Я накидываю бусинку, затем беру пару оранжевых резинок и размещаю бусину на них. Затем убираю проволоченку, и вот такая же заготовочка у меня получилась, но уже с использованием бусинки. Накидываем ее со 2 на 3 столбик, если считать вот с этого 1, 2, 3. На тот же столбик, где у нас и щечки были накинуты. Если у вас глаза сделаны из резинок, то вы вот эту заготовочку тоже сюда накидываете, вместо вот этой, что я сейчас накинул. Для второго глаза нужно сделать еще одну такую же заготовку, или из резинок, или из бусин. И накидываем на столбик, где у нас другая щечка. Одна часть идет вот сюда на центральный, а другая часть идет у нас на соседний столбик. И глаза у нас наконец-то накинуты. Чтобы этот слой получился полноценным, на все оставшиеся столбики мы накидываем по паре оранжевых резинок. Предварительно на них опускаем резинки максимально вниз. Снимаем с каждого столбика 4 нижних резинки. Дальше делаем самый обычный слой, накидывая по кругу
оранжевые резинки парами на все столбики по периметру. С каждого столбика, как обычно, снимаем 4 нижних резинки. На крайних столбиках опускаем резинки вниз, а центральную часть поднимаем повыше. И на данном этапе мы с вами уже приступим к созданию спинки упаковочки. И спинка у нас будет расположена на другой стороне по сравнению с лицом. Вот здесь у нас, видите, лицо, значит спинка будет с обратной стороны, вот здесь. Давайте посмотрим, как она делается. Сначала нам нужно взять одну оранжевую резинку и накинуть ее вот здесь. Еще одну оранжевую взять и накинуть вот здесь. На все оставшиеся столбики, причем только вот этой стороны, мы с вами накидываем по 2 резинки. Вот сюда ничего накидывать не нужно, там где лицо. 2 я накинул, затем накидываю 2, опять же, снова 2. Еще раз 2. Опять 2. И еще раз, последний раз 2 резинки. А здесь у нас уже одна накинута. Теперь с помощью крючка мы снимаем резинки нижнего слоя со всех столбиков, кроме вот этих. Здесь мы ничего не трогаем, хоть резиночка сверху и накинута. И вот здесь тоже ничего не трогаем, а снимаем, начиная с центрального и заканчивая центральным. Опускаем резинки вниз, особенно на тех столбиках, где у нас по одной резиночке. Вот здесь вниз опускаем, здесь вниз. На всех остальных тоже опускаем вниз. И сейчас мы с вами будем продолжать накидывать резинки для спинки. Берем одну резиночку и сейчас уже накидываем ее вот на эту пару столбиков. Еще одну берем и накидываем вот на эту пару столбиков. А по 2 резинки мы накидываем вот сюда. 2. 2. Еще раз 2. И последний раз 2 резинки. Теперь снимаем резинки нижнего слоя только вот с этих столбиков. Центральные не трогаем. Здесь не трогаем и вот здесь не трогаем. На вот этих снимаем. 4 снизу захватываю, скидываю. Даже там, наверное, не 4, а 5, потому что у нас еще резиночка здесь накинута. Здесь скидываем. Давайте на всякий случай посмотрим, сколько здесь резинок. 1, 2, 3, 4. Все-таки 4, поэтому 4 мы захватываем и скидываем. Теперь опускаем вниз. Центральную часть напротив поднимаем наверх. И далее мы делаем самый обычный слой. В этот раз накидывая по 2 резинки уже по всему периметру. Обратите внимание, именно по всему, а не только на одной стороне. 2 резинки, 2 резинки и так далее по всему кругу.
С каждого столбика снимаем резинки нижнего слоя. Остается у нас на столбике только 4 резиночки, а все нижние мы снимаем. Опять опускаем с крайних столбиков резинки вниз, а центральную часть поднимаем наверх. Теперь мы с вами будем уже завершать процесс плетения и снимать резинки со станка. Однако, прежде чем сделать это, нам нужно снять с каждого столбика 2 нижних резинки. Посмотрите, здесь у нас на каждом столбике по 4 резинки, 2 чуть выше, 2 ниже. И нам нужно захватить 2 нижних и, как обычно, просто скинуть со столбика с внешней стороны внутрь. На всех столбиках 2 нижних. И остается 2. Здесь 3 резинки у меня оказалось снизу, но в любом случае нам нужно оставить 2. А нижние все скинуть. Смотрите теперь, что нам нужно сделать. Нам нужно сплести все резинки. И делаем это так. Допустим, вот этот столбик у нас будет базовым, и с него мы начнем процесс плетения. Снимаем резинки с него и накидываем на тот столбик, который находится немножко левее, скажем так. С этого столбика изнутри захватываем пару резинок, которая находится внизу, снимаем и накидываем на столбик, опять же, который находится левее. На этом столбике отодвигаем верхнюю, захватываем изнутри нижнюю пару, снимаем и накидываем левее. Здесь теперь изнутри пара, накидываем ее левее. Здесь изнутри снимаем, накидываем левее. Еще раз. Здесь теперь. И так плетем по всему периметру. Итак, наконец мы дошли до последнего столбика. Накидываем резинки на него, вот сюда. Мы здесь закончили. Засовываем крючок в этот столбик. Аккуратно снимаем резинки на крючок. И всю конструкцию, которую мы с вами сплели, снимаем со станка. Больше станок нам не понадобится, поэтому мы убираем его в сторону. Посмотрите, сейчас у меня на крючке находятся резинки. И мы те резинки, которые находятся левее, протащим внутри пары, которая находится правее. То есть сделаем петельку. Вот так. Можно затянуть. Теперь возьмем одну оранжевую резинку, накинем на крючок, протащим внутри и сделаем из нее петлю. Эту петлю надо теперь нам вплести внутрь куда-нибудь, чтобы она не торчала и не мешала. Я завожу крючок вот здесь сбоку, захватываю эту петельку с наружной стороны и вплетаю ее внутрь. Так, даже узелок вот сюда у меня внутрь вплелся. Можно, в принципе, еще, если хотите, вплести, а можно и так оставить, просто ее заправив внутрь. Теперь расправим нашу упаковочку. Можно чуть-чуть ротик поправить, чтобы он больше улыбался. Ну, вот так. Вроде красиво, ярко и радостно. Единственное, что нам пока не хватает, это самой картошки фри.
Давайте ее сплетем. Для ее плетения я буду использовать резинки желтого цвета. Беру одну резинку и накручиваю ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Далее беру пару желтых, натягиваю их и на пальцах скручиваю в 2 оборота. Накидываю на кончик крючка и снимаю на эту скрученную вдвое пару вот эти 4 оборотика. Вторую часть накидываем на крючок. Выпрямляем немножко, чтобы по центру у нас вот эта часть находилась. Вновь берем 2 желтых, натягиваем их, скручиваем на пальцах в 2 оборота, накидываем на кончик крючка и снимаем на нее вот эту заготовку. Другую часть накидываем на крючок. Выпрямляем. Еще возьмем пару. Опять же скрутим ее в 2 оборота на пальцах, накинем на крючок и снимем вот эту заготовочку. Вторую часть накидываем на крючок. И у нас постепенно получается цепочка. На данный момент она у меня состоит из 3 звеньев. Всего нам нужно примерно 10-11 звеньев сделать. По 2 резинки для каждого звена. 3 сделано. Давайте я еще 4-е звено сделаю. 4-е. И еще несколько звеньев. 10, чтобы получилось всего, или 11. Можно картофельные делать разных размеров, потому что в реальности они не одинаковых размеров. Какие-то больше, какие-то меньше. И поэтому в процессе плетения тоже можно эту особенность воспроизвести. Когда мы достигли нужной длины картофелины, мы берем одну желтую резинку и протаскиваем ее внутри вот этих петелек. Делаем из этой резинки петлю, проводя одну ее часть внутри другой части, и эту петлю затягиваем. Чтобы эта резинка у нас не торчала, мы ее вплетем в саму вот эту картофелину. Я завожу сбоку, захватываю петлю и вплетаю ее внутрь. Вытягиваю сюда. Она у нас еще торчит, поэтому я захватываю еще несколько резиночек и петлю вплетаю дальше. Затем еще резиночки. Продолжаем процесс вплетания. Еще разок. И так до тех пор, пока вот эта петля уже не станет совершенно не видна. Вот такая у нас получилась картофелина. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, это то, что вот эти картофелинки загибаются в процессе плетения. И поэтому их нужно вот так, после того, как вы их сплетете или в процессе, попробовать выпрямить. Не всегда это получается сделать идеально, но в принципе вы можете привести эту картофелину к той форме, которая вами задумывалась. Более-менее, чтобы прямая получилась. Таким образом, сделайте еще несколько таких картофелинок. Я уже предварительно их сделал. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, здесь, наверное, штучек 6 вполне хватит. И эти картофелинки давайте засовывать вот туда внутрь. Одна, далее вторая, затем третья, четвертая. Еще. Ну, уже достаточно здесь, в принципе, картофелинок. 5 штучек помещаются отлично и создают довольно неплохой объем. И, собственно, у нас результат нашего труда готов. Вот такая упаковочка картофеля фри получилась. С обратной стороны тоже хорошо смотрится, спинка прекрасная. И все готово. Я надеюсь, что вам этот урок понравился. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите ваши
комментарии. До новых встреч. Пока.